Всем привет! Мы выехали из Тбилиси, выехали из Грузии, вернее, из Грузии еще не выехали, едем по серпантинной дороге к перевалу, движемся в сторону дома. Заканчивается наше путешествие, едем домой. Наш обратный путь лежит по другую сторону Кавказских гор. Мы заехали в Карачаево-Черкесию, погуляли по городу Черкесску. Здесь я встретилась с подругой и одноклассницей, которая приезжала ко мне в Москву. Снимала я даже видео, как она готовила хачины. И мы с ней погуляли здесь в парке. Очень красивый, ухоженный парк с разными тематическими зонами. Посмотрите, как все чистенько, ухожено, красиво. Тут каждый найдет свою зону, которая ему будет по душе. Хорошее место для времяпровождения всей семьей. Тут даже пионеры есть, а перед ними сцена. Наверное, что-то иногда тут бывает, какие-то мероприятия. Погуляли немного по Черкесску. Очень симпатичный, красивый, небольшой городок с хорошим свежим воздухом. На следующий день мы решили поехать в Архыз, потому что побывать в Карачаево-Черкесии и не поехать в горы, это какое-то преступление. Высоко в горах видна обсерватория. Она показана в Московском планетарии, во время экскурсии всегда о ней рассказывают. Тут мы подъехали к храму, который находится в Нижнем Архызе, и решили подняться к Святому Лику. Здесь оборудовали хороший проход к нему, сделали стальные лестницы, поэтому не надо пачкаться, лазить по горам. В любую погоду по лесенкам можно подняться, что очень удобно. Но подъем нелегкий, ступенек немало, поэтому забежать туда не получится. Надо потрудиться, попотеть, чтобы подняться и увидеть Святой Лик. Виды открываются очень красивые сверху. Посмотрите. Пронумерованы ступеньки. Пятьсот 521, 522, 523, 524. Преодолев 524 ступеньки, мы пришли к лику Иисуса Христа. Посмотрите, перед ним поставили увеличительное стекло, чтобы лучше было видно. Кстати, нашли его не так давно, в 1999 году, и ученые предполагают, что этот образ на наскальной террасе был написан иконописцем в X веке. Кому интересно, почитайте таблички, нажмите паузу и прочитайте. Я специально их сняла, чтобы кому интересно было, посмотрели. А мы спускаемся обратно. Спускаться, конечно же, легче, чем подниматься, поэтому внизу мы окажемся значительно быстрее, чем оказались наверху. И поедем дальше в Архыз. Воздух здесь, конечно, нереально чистый, дышишь и никак не надышишься. Как бы сейчас в горах вообще сознание не потерять от такого количества кислорода. Мы уже отвыкли от такого воздуха. В Москве сильная загазованность, и тут такой чистый воздух. Хорошо, что мы заранее подготовились, уже едем с Кавказа. Здесь много туристов, соответственно, есть где купить сувениры и местную продукцию. Все это относится к Аланскому христианскому историко-культурному музею-заповеднику на Северном Кавказе. Немного еще посмотрим достопримечательности, старинные храмы, и потом поедем дальше в горы. Пока хотим посмотреть, что здесь находится, какие красивые старые уцелевшие храмы. Это перед нами Южный храм. Считается, что на сегодняшний день этот храм является самым древним действующим христианским храмом на территории России. При постройке в X веке он был посвящен святому пророку Илии и получил название Ильинский. А мы уже подъехали к среднему храму. Пойдем посмотрим его внутри, вблизи, что там находится. А пока посмотрите, какая красота вокруг. К сожалению, у нас нет времени долго везде останавливаться, задерживаться и все досконально рассматривать, но хотя бы что-то мы должны увидеть поближе, чтобы осталось в нашей памяти. В этом храме прекрасная акустика, которая достигается с помощью голосников, системы глухих и сквозных отверстий в его сводах. Стены храма в интерьере были покрыты великолепной фресковой живописью, которую, к сожалению, в XIX веке заштукатурили монахи местного монастыря во время ремонта. Очень жаль.
И в этом же храме обнаружены древние захоронения. Они находятся прямо на территории храма. И вот так они выглядят. Древние могилы. Теперь мы приехали к северному храму. Это самый величественный и монументальный среди храмов городища, который является соборным. Северный храм – это крупнейший христианский храм Алании, отождествляемый с центром Аланской епархии VII-XIV веков и ее кафедралом. А вот это знаете что? Это крещальня, сделанная из плоских каменных плит, где происходило одно из главных христианских таинств – обряд крещения. И здесь в начале X века, за несколько десятилетий до крещения Руси, принимали христианство аланы. По своей архитектуре композиции храм представляет собой крест, в центре которого возвышается купол. Вот он. Полукруглые апсиды собора, где размещается алтарь, вот здесь алтарь, направлены на восток. Храм, конечно же, не действующий, но люди вот тут на месте алтаря ставят свечи. А мы выходим из этого замечательного светлого храма, и еще хочу вам рассказать, что весь этот Нижнеархызский историко-архитектурный и археологический комплекс основан в 1977 году на базе Аланского городища VII-XIV веков. Аланы были средневековым народом. Это предки карачаевцев, которые создали сильное и развитое государство на междуречии Лабы и Аргуна. А Алания – это первое государство на территории нашей страны, которое приняло христианство. Вот на горе виднеется обсерватория, но сегодня мы в нее не поедем. У нас, к сожалению, очень мало времени. У нас здесь только один день. По пути мы встретили вот таких медведей. Это является символом данной местности. И все туристы обязательно должны перед ними сфотографироваться. Ну и мы, конечно, не исключение, сделали то же самое. Сделав небольшой экскурс в историю, едем дальше. Теперь поедем немного развлечемся. Вокруг невероятная красота, все-таки Кавказские горы со всех сторон прекрасны. Ехали мы, ехали и, наконец, приехали в излюбленное всеми приезжающими сюда туристами место, туда, где начинаются все местные развлечения. Здесь по обеим сторонам дороги находятся мини-отели, гостиницы, гостевые дома, также множество ресторанчиков, кафешек, хачинных. И вот у меня нет сомнений, что в каждой точке здесь продают хачины и карачаевский лимонад. И здесь уже такое движение, много туристов, много машин, такое уже туристическое, прям раскрученное место стало. Мы сейчас тоже продвинемся к гостевому дому, остановимся там, выгрузимся и двинемся дальше. В доме вот такая комната, диван, все удобства. Это студия, здесь кухня, стиралка, холодильник, телевизор, плита. Все под рукой, в общем, все в одной этой комнате уже есть. Также здесь спальня, вот такая, кровати 2 и душевая комната, санузел. Все, что нужно, необходимое, все есть. Мы выгрузились, оставили все вещи в этом домике, а сами поехали покататься по Архызу. Арендовали для этого, нам попался УАЗик, вот, и поехали в горы. Едем дальше. Теперь начинается самое интересное и самое экстремальное.
Нам нужно доехать до водопада, до какого-то места определенного, потом уже дальше подняться на машине будет невозможно, пойдем пешком еще в высоту. А так вот до определенного места можно доехать на транспорте. Остановились, сделали небольшой привал. Река Большой Зеленчук, здесь очень красивый разлив, природа сама так и шепчет: сделай фотографии на память, запиши видео. Ну посмотрите, как этим можно не любоваться. Голова идет кругом и от красоты, и от свежего воздуха. Нам еще немного осталось проехать на транспорте, а потом мы пойдем пешком к водопаду. Кстати, водопад называется Белый и располагается он в 1670 метрах над уровнем моря. Дальше слова не нужны. Хочу, чтобы вы просто полюбовались тем, что я снимала. Посмотрите на эту красоту, зарядитесь энергией, проделайте вместе с нами этот путь к водопаду и немножечко назад, а потом я к вам вернусь. Это очень круто. А на обратном пути мы еще на лошадях покатались. Час прогулки по лесу, у реки. Дети были в полном восторге. У многих сбылась мечта в этот день. Все 33 удовольствия. После такой прогулки все приехали голодные. Пока мы развлекались с подругой и с детьми, мой муж приготовил шашлык, запек овощи. Я быстренько приготовила мангал-салат, который есть у меня на канале. Кому интересно, посмотрите, ссылочку оставлю. Организовали стол и выполнили сегодняшний план.
Вот и подошло к концу наше летнее путешествие. Уезжаем из Архыза, следом уедем домой. Я хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Если не понравилось, ну извините, я очень хотела передать вам всю красоту всего, что я видела. Старалась вам все записать. Ну а там, как говорится, красота в глазах смотрящего. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. А я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте добрее и обязательно будьте счастливы. Пока-пока!